Всем привет! Это небольшая видеокомпиляция ответов на популярные вопросы и тесты по хотфиксам в корейской L2. 1 ноября на корейские сервера был установлен фикс, в описании которого в разделе умений было указано, что если на персонаже есть прирожденные бафы чантера, бафы предыдущей профессии больше нельзя будет получить. В связи с этим я провел ряд небольших тестов популярных бафов и попытался выяснить, какие же бафы теперь не получится использовать с бафами после перерождения. Для начала попробуем достаточно популярный скилл, который используется сейчас в PvP и заменяет рапсодию у апостола Иса, это Mystic Immunity 79 уровня 3 профессии. Видно, что в разных комбинациях бафов он по-прежнему действует. Единственное, руки ангела все так же не могут заменить этот иммун. Селфы лучника, быстрый выстрел, он же Rapid Shot, беглый огонь, он же Rapid Fire и дух стрельца со второй профессии работают также без изменений. Баф королевы кошек работает как и до обновления, исключительно без дэнсов. Пожалуй, самое интересное – это умение жреца Шилин, пророчество ветра или пов, который теперь нельзя бафнуть даже со снятым барабаном. Любая из ПМ автоматически отменяет этот баф. Точно по такому же принципу работает третьепрофный ков Варкраера и личев Оверлорда. Наконец, еще один важный вопрос о работе умений – это работа Тоша после хотфикса. Обладатели топоров Таути могут спать спокойно, Тош работает в старом режиме. Теперь немного о работе скиллов и параметрах персонажа с разным оружием. У Титана, как показал тест, умение Меч Урагана работает исключительно с двуручным мечом и двуручной дубиной. Я намеренно взял оружие Венеры, чтобы показать, работает ли это умение с двуручным топором. Еще один популярный вопрос – изменилась ли работа пассивного умения владения оружием у суммонеров после добавления типа посох в двуручный Макблан. Здесь ситуация такова, что самая большая физатака у слуг без Тоша с двуручным топором. На втором месте магическая двуручная дубина.
Теперь вопрос, который всплывает время от времени: понерфили ли наконец Mana-Shield у магов? На момент публикации видео описание и работа тогла Mana-Shield не изменилась. После необычной работы Кары Правосудия и иконы Рыцаря Шиллин несколько раз задавали вопрос о том, есть ли похожие скрытые эффекты в иконах других танков. Несколько тестов показали, что никаких дополнительных эффектов, кроме уменьшения скорости хаста на 20% и эффекта Silence, в комбинации с иконой ни у одного из танков нет, исключая ШК, естественно. Тем не менее, существует другой любопытный эффект, который описан в измененной Каре Правосудия. При использовании двуручной стойки, так теперь называется авангард, у цели будет уменьшаться физическая защита. Первая же попытка показала новый дебаф, кстати говоря, похожей иконкой на удаленный Страшный суд, который снижает физическую защиту на 30%. В очередном ивенте Red Libra, приуроченном на этот раз к 14-летию проекта, можно отметить несколько особенностей. Во-первых, у великого торговца Красин можно взять баф Эльсиум Благословения Красина за 2,5 миллиона адены, в отличие от предыдущей версии Red Libra, где он стоил 5 миллионов. Баф похож на эффект смертельного искушения Фрейи, с некоторыми бонусами и не дает ребафнуть любой аналог розы до окончания эффекта. Красин также выдает одному персонажу на аккаунте особый весовой куб, из которого раз в 30 минут можно достать 6 припасов в день. Подробнее о наградах можно будет прочесть в готовящейся статье на 4r4m.com. Ссылку добавлю под видео и в Discord после публикации. Тетрарх Зелен может поменять дуал-класс с сохранением левела всего за 333 эргема. До этого было 667 эргемов. Или получить баф исследования Эльсиума Виталити Зелена, который восстанавливает шкалу Виталити в течение часа. У бакалейщика Роуз можно получить специальный шприц с лекарственным эльсиумом для животных. Этим шприцом нужно обработать буйвола, который появляется в гавани Герана в 14 и в 21 час. Эта часть ивента очень похожа на куб плененного Тулио, проводимый на Руофе. После использования шприца с лекарством персонажу выдается рандомная цифра, тот, кто излечил буйвола больше всего, получит главный приз. Все остальные участники получат утешительные призы и ивентовый баф. Роуз по-прежнему обменивает краски, продает бакалею и эликсиры изменения внешнего вида. Ремесленник Черен обменивает тип оружия RR95, R99 PvP PvE, Таути, Кельбима, Теневое, в том числе и улучшенные варианты, в рамках одной модификации. Вдобавок можно купить геройское оружие за 7 эргемов и со скидкой обменять или запечатать талисманы семени. Наконец, солдат Синей по-прежнему выдает бонусные свитки, билеты в инстанс-зоны и квесты, среди которых появились квесты на 103 и 104 уровень.
27 октября на корейские сервера был установлен патч с изменениями сертификации SAB и Dual классов. С этого момента можно получить по одному сертификату за каждый 80-й SAB и 7 сертификатов за Dual класс на 85-м, 90-м, 95-м, 99-м, 101-м, 103-м и 105-м уровнях. Все предыдущие умения были сброшены. В течение 3 недель разработчики в качестве компенсации предоставили возможность сбрасывать дуал-скиллы всего за одну адену. Такая возможность породила целую волну тестов на форуме, где ДД разбираются в наиболее эффективном распределении увеличенного количества сертификатов на дуал-скиллы. Список как SAB, так и дуал-скиллов поменялся. Среди пассивных SAB-скиллов в списке есть увеличение атаки, защиты, физической и магической скорости, шанса критов и увеличение максимального количества ХП, МП и ЦП. Список дуал-скиллов тоже поменялся. 3 пассивных умения на увеличение атаки, защиты и скорости атак остались без изменений. К ним можно добавить объединенный 4-й пассивный скилл на увеличение количества ХП, МП и ЦП. Умение поглощения маны пропало, а поглощение ХП, а также особые умения магической и физической атаки не изменились. Триггеры на атаку и защиту остались также без перемен, а вместо удаленного ментала и нескольких скиллов гигантов появилось 3 новых умения, каждое из которых стоит по 2 сертификата. Первое умение – это Vitality Skill, который увеличивает на 10% бонус Vitality при наличии энергии у персонажа. Второй скилл уменьшает время перезарядки умений на 4%. И третий увеличивает силу физических, магических, критических атак и силу критов умений на 5%. Это, пожалуй, все, что удалось показать. Для того, чтобы узнать больше или быстрее, заглядывайте в Discord или на 4r4m.com. Если вам есть что добавить или у вас появились вопросы, оставляйте их в комментариях.